Представьте себе, вы приходите домой после тяжелого рабочего дня. Вас встречает не просто пустая квартира, а существо, которое искренне радуется вашему приходу, помнит ваши предпочтения, может поддержать беседу, а в интимной близости учитывает все ваши желания. Это не сцена из футуристического фильма. Это возможное будущее, которое создается уже сегодня в лабораториях и стартапах по всему миру. Речь идет о секс-роботах. Давайте сразу отбросим смущение и стереотипы. Мы поговорим об этом как о технологическом и социальном явлении, которое может кардинально изменить нашу жизнь в ближайшие десятилетия. Это видео не про взрослые игрушки, а попытка понять, куда движется одна из самых спорных и интригующих граней робототехники. Каков же современный рынок технологий и что уже есть? Пока что под словом «секс-робот» чаще всего подразумевается очень продвинутая силиконовая кукла с несколькими моторами для базовых движений и примитивным искусственным интеллектом. Она может поворачивать голову, моргать, издавать звуки или даже поддерживать простой диалог по заранее заданным сценариям. Кожа таких кукол делается из силикона или специального термопластичного эластомера, который на ощупь почти неотличим от человеческой кожи. Внутри металлический каркас с суставами, как у человека. Позы можно менять. Искусственный интеллект — это ключевая часть. Самые простые системы просто проигрывают аудиофайлы. Более сложные используют чат-ботов, но заточенных под флирт и интимные темы. Пока что это диалог по шаблону, без глубокого понимания контекста. Цены достигают до $70 тысяч за эксклюзивные модели с полным набором функций. Пока это не полноценные роботы, а скорее интерактивные манекены. Но технологический скачок не за горами. Что нас ждет в будущем через 10-20 лет? Здесь начинается самое интересное. Будущее секс-роботов связано с тремя прорывными технологиями: искусственный интеллект и эмоции. Представьте интеллект, который не просто заучил фразы, а адаптируется под вас. Он анализирует тон вашего голоса, выражение лица через камеру, ваши привычки. Он помнит, что после плохого дня вы любите, чтобы с вами говорили поменьше, а просто обняли. Он может сам шутить, подстраивать свои интересы под ваши, например, смотреть тот же сериал, чтобы потом обсудить. Это будет не программа, а персонализированный цифровой спутник. К примеру, вы рассказываете роботу о проблеме с начальником, и он не просто говорит «я понимаю тебя», а предлагает решение, основанное на анализе тысяч подобных ситуаций, или просто переводит тему на ваше любимое хобби, чтобы вас отвлечь. Робот будущего сможет не только выглядеть как человек, но и чувствовать на ощупь. Его кожа сможет нагреваться до температуры тела. Внутри будут датчики, которые реагируют на прикосновение. Вы обняли его. Он ответит объятием с нужной силой. Возможно, даже имитация пульса или дыхания. Вы сможете заказать робота с точными чертами лица конкретного человека, здесь вступят в силу этические и юридические законы, или вообще создать полностью фантастический образ. 3D, сканирование и печать позволят менять детали внешности, как костюм. Уже сегодня кипят споры, так как это явление неоднозначно и вызывает жаркие дискуссии среди ученых, философов и обычных людей. Аргументы «за» — решение проблемы одиночества. В мире растет число одиноких людей, особенно пожилых. Робот-компаньон может стать для них спасением, тем, кто выслушает, проявит заботу, даст ощущение нужности. Это как очень продвинутое лекарство от социальной изоляции. Безопасность и контроль. Для людей, переживших психологические травмы или имеющих сложности в общении, робот представляет безопасное пространство, где нет риска осуждения, предательства или насилия. Сексуальное образование и терапия. Роботы могут использоваться в терапии для помощи людям с сексуальными дисфункциями или фобиями в контролируемой и безопасной среде. Снижение спроса на проституцию и связанной с ней преступности. Этот аргумент часто звучит, но он спорный. Теперь рассмотрим аргументы против и серьезные риски: усиление одиночества и уход от реальности. Самый главный страх —
Люди предпочтут идеального, покорного робота с сложным, но реальным отношением. Это может привести к деградации социальных навыков у целых поколений. Этические вопросы и объективация. Если робот выглядит и ведет себя как человек, но является собственностью, это укрепляет отношение к живым людям как к объектам. Особенно остро стоит вопрос о роботах в виде детей. Это уже полный запрет и моральный ужас для общества. Кибербезопасность. Представьте, что интимный спутник вашей жизни взламывают хакеры. Ваши самые личные данные, диалоги, привычки — все становится уязвимым. Это кошмар приватности. Социальное неравенство. Высокотехнологичные роботы будут по карману только богатым. Может возникнуть разрыв между теми, у кого есть идеальный партнер, и теми, у кого его нет. Как это все может изменить общество? Давайте смоделируем возможные сценарии к концу 21 века. Сценарий «Тихий компаньон». Секс-роботы станут такой же обыденностью, как сегодня смартфон. Они будут выполнять роль домашних питомцев, медсестер, психологов и интимных партнеров для тех, кто этого хочет. Их наличие не будет осуждаться, но и не заменит полностью человеческого общения. Это инструменты для улучшения качества жизни, а не ее замена. Сценарий «Виртуальные жены и мужья». Люди массово начнут создавать виртуальные семьи с искусственным интеллектом. Может появиться движение цифровых аскетов, которые будут выступать за реальные отношения. Государства примут законы об искусственных личностях, определяющие их права и обязанности владельцев. Возникнут новые профессии. Терапевт по адаптации человек-робот. Апокалиптический сценарий одиночества вида. Технологии становятся настолько совершенными, что значительная часть населения отказывается от реального общения. Рождаемость падает до критического уровня. Человечество погружается в комфортный, но бесцельный цифровой наркоз, теряя импульс к развитию и творчеству. Общество делится на кланы живых и цифровых отшельников. Самый вероятный путь где-то посередине. Как и с любой мощной технологией, интернет, соцсети, все зависит от того, как мы ею распорядимся. Опасность не в самих роботах, а в нашей способности сохранять человечность, баланс и критическое мышление. Секс-роботы — это не про секс. Это в первую очередь про наши самые глубокие потребности в любви, принятии, близости и понимании. Это зеркало, в котором отражаются наши страхи перед одиночеством и наше стремление к идеалу. Технологии развиваются стремительно, а наши законы и моральные нормы за ними не поспевают. Самое важное сейчас — начать открытый и спокойный общественный диалог. Нам нужно вместе ответить на сложные вопросы. Где проходит грань между вещью и существом с подобием личности? Как защитить приватность и психику пользователей? Как использовать этот потенциал для помощи людям, пенсионерам, инвалидам и психологически травмированным, не навредив обществу в целом? Будущее секс-роботов в 21 веке будет одним из самых ярких и сложных испытаний для человечества. Сможем ли мы создать технологию, которая лечит одиночество, не порождая его? Ответ зависит от каждого из нас, потому что это будущее мы создаем уже сегодня своими мыслями, обсуждениями и решениями. Помните, самый совершенный робот в мире никогда не сможет заменить ту магию несовершенства, непредсказуемости и истинной взаимности, которая рождается между двумя живыми людьми. Наша задача — не забывать об этом, шагая в новую технологическую эру.